Всем добрый вечер. Я надеюсь, меня слышно и видно хорошо. Если не видно и не слышно, то дайте знать. Мы в прямом эфире. И как обычно, вы задаете вопросы в текстовом формате, я даю ответы в видеоформате. Вопросы, как обычно, рекомендую задавать в области менеджмента, в области программирования, может быть, в области новых технологий, хотя я и не специалист по предсказанию будущего, и не футуролог, не фантаст, но, тем не менее, какие-то взгляды в будущее мы можем на этом подкасте обсуждать. И также вопросы о карьере. Они оказываются очень популярны. Недавно даже пришлось записать видео, в котором мы сделали разбор нескольких резюме программистов. Это все лишь подтверждает ваш интерес к этой тематике, поэтому мы от нее, наверное, никуда не уйдем и будем все равно продолжать. Первый вопрос задает Антон. Как менеджеру эффективно управлять командой без опыта в разработке и профильного образования? Антон, зависит все от того, что вы понимаете под эффективно управлять. Эффективно для кого? Эффективно для вас, как для менеджера, для вашей карьеры. Эффективно для бюджета компании, который должен быть эффективно потрачен. А может быть, эффективно для вашей команды, которая должна получить максимальный бонус от пребывания в этом проекте. На этот вопрос нужно ответить с самого начала. Наверное, раз вы говорите, что вы менеджер, то вас интересует, я думаю, ваша личная карьера в первую очередь. И в этом случае я бы сказал, что вам стоит подумать о том, как эффективно управлять своей карьерой, имея эту команду под рукой. И как эффективно управлять своим начальником, который будет определять, пойдете вы дальше в более сложные проекты и будете вы дальше работать или нет. Что будет с командой, что будет с проектом, наверное, эти вопросы должны быть для вас вторичны. Будет ли успех у этого проекта, будет ли довольна команда, это, наверное, тоже важно, но во вторую очередь. Для того, чтобы вы были эффективны, я думаю, что нужно делать так, чтобы... наверное, второе важное вводное в эту задачку – это где вы находитесь. Это может быть либо большая компания, корпорация, либо это небольшой стартап. Если это большая корпорация, то вам нужно постараться сделать так, чтобы в процессе выполнения этого проекта вами было нарушено как можно меньше правил. Чтобы вы как можно меньше собрали на себя компромата за время работы над этим проектом с этой командой. Результат проекта будет играть определенную роль, безусловно, в принятии решения о том, что делать с вами дальше после этого проекта. Но в первую очередь, конечно, будут обращать внимание на то, насколько вы были преданы кодексу, который лежит в основе любой крупной компании, кодексу чести, кодексу менеджмента. Старайтесь этот кодекс хорошо знать, понимать все его детали и максимально его придерживаться, максимально служить ему. Не проекту, не команде, не даже, может быть, вашему начальнику, хотя, конечно, ваш начальник, если он эффективный начальник, он тоже служит определенному кодексу, определенному уставу. Вот старайтесь выполнять все, что в этом уставе написано. Там уже как-то предопределено, каким образом должны выполняться проекты. Там уже люди решили, как вы должны действовать для того, чтобы ваши проекты были достаточно успешны. От вас не ждут побед, от вас не ждут гиперуспеха, от вас не ждут геройства. От вас ждут, что вы будете эффективным винтиком в большой, давно налаженной системе. Вот на это обратите внимание, на соблюдение правил. Если же вы в малом стартапе, и ваш проект, он один из 3, может быть, и всего таких, как вы, 3 менеджера вокруг вас, и они все ваши конкуренты, то вам, наверное, стоит обратить внимание на, наверное, на то,
как ваша команда за это время выполнения вашего проекта, насколько она будет вам благодарна, что ли, насколько вы с этой командой найдете общий язык и насколько вы этой команде поможете, потому что именно они будут решать потом, пойдете вы дальше или нет. Потому что у них будут спрашивать. Их мнение будет учитываться в первую очередь. И чем больше вы врагов наживете в этой команде, тем, наверное, вам будет тяжелее. А чтобы не нажить врагов, нужно, наверное, про эффективность думать во вторую очередь, а может быть в последнюю. А в первую очередь думать о том, как сделать приятное тем людям, которые с вами рядом находятся, а именно члены вашей команды. Поменьше спорить, поменьше создавать конфликтов, сглаживать эти конфликты, если они создаются. Побольше разговаривать с людьми, даже если они полные идиоты. Все равно выслушивать их, быть с ними на контакте, погружаться в их проблематику, ходить с ними на обеды, на ланчи, на ужины. То есть быть с ними членом их семьи. Чем эффективнее вы эту роль будете выполнять, тем в итоге вы будете лучшим менеджером, и вам многое простится. Даже если проект провалится, то все скажут, не он же виноват. Не в нем дело. Это сервер баз данных, он подвел нас всех, и поэтому у нас ничего не получилось. А менеджер, он с нами заодно. Если же вы будете обострять, если вы будете ориентироваться на эффективность, на продуктивность, на производительность, вы наживете себе врагов, этих врагов будет много, и, конечно, проблемы с сервером базы данных повесят именно на вас. Будьте осторожны. Следующий вопрос. Как вам удалось получить визу в США? Слышал, что сейчас есть сложности с получением виз. У меня виза очень старая, я получал ее еще за границей, будучи с украинским паспортом. У меня же паспорт украинский, поэтому у меня виза десятилетняя, и она еще не скоро кончится, так что это история отдельная. Следующий вопрос. Как думаешь, насколько важна самодисциплина в изучении программирования и компьютерных наук? Как ты себя дисциплинируешь? Думаю, что очень важна самодисциплина, но все-таки на втором месте на втором месте самодисциплина, а на первом месте, мне кажется, что нужно ставить все-таки интерес. Мне кажется, что программисты — это существа, которые максимально продуктивны и максимально эффективны, когда им интересно. Если вам интересно, то и самодисциплина, в общем-то, и не нужна. Я не дружу с дисциплиной, скажу вам честно, я плохо выполняю регламент, плохо соблюдаю собой уже записанные планы. Я миллион раз планирую, и потом через месяц смотрю на эти планы и понимаю, что я и не пытался их даже выполнять. Но если у меня есть интерес к какой-то задаче, то я буду делать ее с утра до вечера, и ночью, и на выходных, и мне все равно будет, какой сегодня день недели и где я нахожусь. Ищите интерес. Самодисциплиной себя, мне кажется, не сделаешь хорошим специалистом. Придумайте что-то, что вас будет туда тянуть, и то, чего вы не знаете, и почему вам это нужно. И работайте с мотивацией, а не с самонаказанием. Все-таки дисциплина — это наказание, это механизмы давления. И если вы на себя будете давить, то, мне кажется, это не так эффективно, как морковку использовать. Следующий вопрос. Отношения между руководителем и подчиненным. Между ними допустима дружба или правильно сохранять дистанцию, учитывая, что сейчас в команде общение и взаимопонимание на высшем уровне. Куда дальше расти? Спрашивает Александр. Хороший вопрос. Тут во многом зависит от того, какой у вас механизм менеджмента. У меня на прошлом подкасте спрашивали насчет тимбилдингов, и я неправильно ответил. Я потом долго думал над этим ответом и хочу исправиться за свой ответ и поменять его. Если у вас в компании настроены, или в вашей команде настроены процессы объективного, точного, грамотного способа оценки продуктивности людей, и каждый работает не на начальника, а на результат, и каждому не важно, кто у него начальник и что его начальник думает о нем, а важно, какой объективный результат получается, и это
подчеркиваю слово объективный, то есть не начальник решает, получилось у вас или нет, и не команда решает путем голосования, а есть объективные метрики. Получилось, получил определенную цифру, и знаешь, что ты этой цифры достоин, ты ее добился, у тебя получилось. Мы много раз обсуждали, что это может быть за цифра. Это могут быть строки кода, я пошучу в очередной раз. Конечно, это не самая лучшая метрика, но она одна из метрик. Это может быть количество задач, которые вы выполнили, это может быть что угодно, но какая-то метрика. Если у вас в компании все так, и каждый знает, на какую метрику он работает, то, конечно, можно дружить с людьми, и нужно. Конечно, можно проводить тимбилдинги, конечно, можно дружить с семьями, можно какие угодно мероприятия проводить, и они будут помогать. Потому что вы будете людей знать лучше, понимать, но при этом совершенно не будете заходить в сферу их профессиональных результатов. Вы с ним дружите, но при этом он некачественный и низкоэффективный программист. Это никак не мешает вам. Он по-прежнему хороший рыбак. Или он по-прежнему хорошо разбирается в кинематографе. И вы на эту тему с ним общаетесь. Но при этом у него показатели все хуже и хуже и хуже, но вас это не волнует как начальника, потому что не вы его увольнять будете, а показатели, метрики, о которых он знает лучше вас. Это первая модель. Если же у вас модель другая, которая распространена во всех компаниях в основном сейчас, это модель субъективного анализа результатов, когда человек не знает точно, как он работает. Ему говорит начальник какое-то мнение. У него может быть еще и несколько начальников. И они все вместе высказывают свое мнение о его результатах. В состоянии такого хаотичного и субъективного менеджмента, конечно, очень нехорошо, если вы будете с подчиненным входить в какие-то близкие отношения. Потому что вам из них потом выходить, когда нужно будет его наказывать. А наказывать вы будете субъективно. Гневом, криком, игнором, чувством вины. Вот ваши инструменты менеджмента. Вот с этими инструментами вам потом выходить на этого сотрудника, с которым вы вчера ездили на рыбалку. Конечно, вам будет сложно это делать. И вы не так эффективно сможете крик использовать или гнев. Потому что вам все-таки на друга кричать будет тяжело. Поэтому сохраняйте дистанцию, готовьтесь кричать, негодовать, обвинять и так далее, чтобы управлять как-то. Потому что как еще вы можете управлять, если вы не считаете строчки кода и не считаете количество закрытых задач? Ну вот у вас остается в руках только это, и вы у себя из-под ног выбиваете эту почву, если начинаете дружить с людьми. И точно так же с начальством. Если вы начинаете с начальством дружить, то они это воспринимают как вашу попытку манипуляции. Вы идете к ним на дружбу, вы идете на сближение. Для чего, думают они? Ну, совершенно понятно для чего. Для того, чтобы завтра он не мог на вас накричать. Чтобы завтра он не мог включить в вас чувство вины. Ну и, конечно, он будет дистанцироваться от вас и воспринимать вас как манипулятора и пытаться с вами все-таки эту дистанцию восстанавливать. Для вас это будет болезненно. То есть в компании, в которой менеджмент субъективен, держитесь друг от друга подальше. Работайте как роботы на заводе. Зашел, здрасте не сказал, отработал, день закончился, встал, ушел. Смену закончил, ключи повесил, халат сдал, молоток сдал, под роспись и ушел. Кто с тобой работал, как их звали, лучше об этом даже не думать, не знать и не входить с ними ни в какой социальный контакт. Вы будете себя чувствовать спокойнее, уверенней в такой организации. Надеюсь, никого не обидел. Следующий вопрос. Считаешь ли ты, чтобы быть обычным или чуть выше уровня разработчиком, талант не нужен? Достаточно ли просто наработка часов? Ну, определенный талант нужен, но я не думаю, что это талант к математике, что это талант к решению сложных алгебраических или каких вы назовите, алгоритмических задач. Нет, я думаю, что это талант к тому, чтобы увидеть красоту в инженерной работе. Талант, чтобы увидеть красивое там, где остальные видят лишь переменные, операторы,
строчки кода, команды, файлы. Вот если у вас есть талант увидеть в этом наборе цифровых артефактов некую картину, некую красоту, некий источник, наслаждения назовите это, источник радости, эстетической радости, то у вас получится качественное программирование. Если же для вас это все абсолютная механика, это просто строки кода и переменные, и нужно просто их написать так, чтобы это как-то запустилось в конце концов, то у вас, наверное, будут сложности, и вы будете свою работу не особо любить. Нужно ли Junior Java Backend разработчику знать C++? Если нужно, то зачем? Junior Java Backend разработчик. C++, а особенно C, я бы C++, может быть, даже и не рекомендовал знать, а вот C я бы рекомендовал, потому что это язык базового уровня, через который вы будете понимать, что такое память, что такое стэк, что такое переменная, в конце концов. И это вам просто поможет лучше разбираться в вашей Java Backend разработке. Если нужно, то зачем? Затем, чтобы любить свою работу больше. Вы будете любить свою работу программиста, если в ней будет небольшое, а лучше вообще нулевое количество темных пятен, в которых вы не разбираетесь. Вот чем больше там магии в вашем программировании, чем больше вы не понимаете, как работает, но оно работает, тем меньше у вас будет удовлетворения от того, чем вы занимаетесь. И чем вам прозрачней то, что вы делаете, чем понятней то, что происходит на всех уровнях, тем больше удовольствия вы будете получать от того, что эта машинка, которую вы хорошо понимаете, выполняет то, что вы хотите, чтобы она выполняла. Вы рекомендовали PMP Exam Prep книгу. Что применимо из книги к операционному менеджменту? А что нет? И откуда посоветуете получить недостающие знания? Я из этой книги применяю все. Книга, на мой взгляд, лучшая из всех книг, которые я прочитал по менеджменту, а мне кажется, я их прочитал, сотню, наверное, не скажу, это будет обман, 20 штук точно, по разному виду менеджмента, начиная от менеджмента для чайников, которую я прочитал первую в своей жизни по менеджменту, и для меня это было открытие. Я был еще в институте, какие-то там первые курсы, и я прочитал книгу желтого цвета, называлась «Менеджмент для чайников». Я узнал, что менеджмент, оказывается, имеет определенные правила, и это вполне себе предсказуемая сфера деятельности. Это не магия, это не leadership, как сейчас говорят, а это вполне себе инженерная специальность. Делай так и получишь так. Делай по таким правилам и получишь такой результат. Не делай по этим правилам и получишь другой результат. Для меня это было откровение. И с тех пор я прочитал несколько десятков книг по менеджменту. И PMP Exam Preparation, книгу Риты Мулкяхи, я встретил последней в своем литературном пути и больше ничего не читал про менеджмент. Мне стало остальное неинтересно. Она рассказывает, она максимально полно объясняет именно эту инженерную составляющую менеджмента. И после этой книги вам будет, мне кажется, все понятно, вы поймете, что такое менеджмент, из чего он состоит, и мои подкасты вам уже будут неинтересны. Я буду говорить то, что вы и так знаете. Что применимо, вы спрашиваете, из этой книги к операционному менеджменту? Во многом зависит от ситуации, понимаете? Я все время вас возвращаю на эту позицию. Вы поймите, где вы находитесь. Если вы находитесь там, где менеджмента нет и быть не может, точнее не так. Менеджмент везде есть, но те правила, которые рассказывает эта книга, они применимы к ситуации, где вы менеджер, где вы project manager, когда у вас вся полнота власти. И вы в рамках какой-то группы можете эту полноту власти реализовать и сделать так, чтобы группа эффективно работала. К сожалению, этого практически нигде нет. Вы нигде таким менеджером не будете. Вы будете
наблюдателем, которого называют менеджером. Вы будете надсмотрщиком над программистами. И тайтл у вас будет Product Manager или Project Manager или Team Lead. Но в реальности у вас нет практически никаких прав. Ну, максимум вы можете кому-то бонус предложить выдать в конце месяца, года, квартала. Предложить. И, может быть, ваше предложение рассмотрят. Но это вот потолок ваших полномочий. И если это так, то, конечно, книга она мало подходит, потому что она рассказывает о том, как ехать на лыжах по горному склону, а у вас ни лыж, ни палок, ни лыжного склона. Вы стоите в свинарнике, и на вас передник на вас надет, и в руках у вас ведро с едой для свиней. Ну, я не так сказать, просто две разные ситуации. Вот так. Никого не хочу обидеть. Но это две разные ситуации. А вас учили ехать на лыжах. И, конечно, вы не знаете, как здесь, чего делать-то. Поэтому нужна какая-то другая книга. И эти книги тоже существуют. Вот я вам рекомендовал несколько подкастов назад этот «Путь крысы», так книга называется. Но это не единственная книга, которая рассказывает, как жить в ситуации, когда вы никакой не менеджер, но вы строите карьеру, вы пытаетесь денег заработать, пытаетесь, грубо говоря, обворовать компанию максимально, не делая ничего полезного, но при этом идя по головам тех, кто оказывается менее проворным, чем вы. Вот как в этой ситуации выживать, это другая история, и книга Риты, конечно, здесь мало применима. Может быть, стоит написать еще одну такую книгу, которая бы рассказывала, как вот жить. Но мне кажется, их написано уже достаточно. Я тут не вижу большого пробела в знаниях у человечества. Так, следующий вопрос. Много придирчивости и субъективности в вашем видео про резюме. Речь идет, наверное, о видео, которое опубликовано на моем канале было буквально 3 дня назад. Программистам для начала нужно пройти HR. На кого рассчитаны ваши советы, если они только вредят при найме? Ну, это правда. Действительно, из того, что я сказал в этом видео, много вредит и много вам может помешать. Если вы средний программист, звезд с неба не хватающий и не планирующий их хватать. Это два разных качества, но они бывают сочетаются между собой. Одно дело не хватать звезд с неба, это нормальное качество, вполне присущее многим из нас, мне в том числе, в очень многих вопросах. Но есть еще люди, которые и не собираются ни к каким звездам, их вполне устраивает формат 9-5, как это называется, или 9-9-6, когда в 9 пришел, в 6 ушел, 5 дней в неделю, и не трогайте меня, потому что у этих людей жизнь их основная проходит вне офиса. Это люди, которые приходят в офис потерпеть, перетерпеть и получить за это еду, на которую или за которую, за эти деньги, за эту еду, они купят себе настоящую жизнь. Они купят себе ту жизнь, которую они хотят и которую они не могут иметь, потому что они, к сожалению, родились нищими. Ну, условно нищими. Нет у них денег для того, чтобы всю жизнь прожить, не посещая офис. Как некоторые рождаются. Мы говорили о капитализме много раз. И вы знаете, что в условиях капитализма есть достаточно большое количество людей в любом обществе капиталистическом, которые рождаются сразу же в формате отсутствия необходимости посещать какой-либо офис в течение всей их жизни. Мы почему-то этих людей терпим и разрешаем им таким образом жить, но это отдельный вопрос. Так вот, если вы родились в семье пролетария, то есть того, кто должен трудиться для того, чтобы жить, то многие эти пролетарии, они вынуждены ходить в офис. И их эти 8 часов каждый день совершенно не привлекают. Они бы с удовольствием этого не делали. Их реальная жизнь проходит за стенами офиса. И я просто рекомендую таким людям не смотреть мое видео. Ну и этот канал тоже, этот подкаст, на который вот вы сейчас смотрите. Я бы тоже рекомендовал его закрыть, потому что я говорю вещи, которые им не нравятся, не подходят, не интересны и действительно вредят. Вы действительно будете неэффективны
в своем поиске работы, если послушаете мои советы, а вы при этом являетесь тем самым несчастным пролетарием, которого заставляют работать. Смотрите какие-то другие видео, их очень много на YouTube, где советы даются именно для вас. Ну, если сейчас обращаюсь я к тем людям, которые... Я без всякого негатива, я понимаю, что эти люди попали в такую ситуацию жизненную. Они не выбирали этот путь, у них так получилось. У них что-то другое их интересует. Но есть люди, которые ходят в офис, потому что им нравится. Ты забери у них деньги, они все равно будут ходить в офис. Они все равно будут, может быть, не в офис, но они все равно будут открывать компьютер каждое утро. Им нравится это делать, они хотят это делать. Вот для этих людей я снимаю видео и рассказываю, как им найти работу лучше. И эти люди, я надеюсь, все-таки смогут обойти HR. Они смогут добраться до того менеджера, который оценит их резюме. Эти люди, я надеюсь, смогут найти команды, в которых то резюме, о которых я говорю, имеет ценность. Они найдут себя. И для того, чтобы они себя нашли, я им даю этот контент. Вот такая вот у меня миссия. Поэтому я заранее извиняюсь перед теми, кто случайно попал на канал, увидел, что ему советуют в резюме поставить фотографию, уйти из HeadHunter, из платформы HeadHunter, в плане формата, может быть, остаться на HeadHunter, но никому не рассылать PDF, который генерируется HeadHunter сайтом. И много других советов. Конечно, их это удивляет. Они крайне негативно воспринимают это. Ну и замечательно. Нас должно радовать то, что все-таки наш контент, наш с вами, мой, он доходит до этих людей. И, может быть, кто-нибудь из них подумает и что-то поменяет в своей жизни. Идем дальше. Посоветуйте, пожалуйста, стратегию по поиску работы для джуна. Сейчас заканчиваю 2-й курс, активно отправляю отклики, но дальше технического собеседования не проходил. Может быть, есть еще какие-то варианты. Стратегия по поиску работы для джуна. Вы знаете, я за последние, наверное, 2 недели, с момента, как я на прошлом или позапрошлом подкасте сказал, что мы с удовольствием ищем этих самых джунов, интернов, практикантов, как хотите назовите, людей, которые хотят попасть в интересный проект, я получил, наверное, под 100 e-mail'ов и телеграм-месседжей. Вот под 100. Много очень. Я каждый день получаю минимум 5 сообщений. И они все выглядят примерно одинаково. Сначала идет длинный рассказ о том... Нет, сначала идет короткое вступление о том, что человек нашел мой YouTube-канал или нашел мой YouTube-ролик, и ему очень понравилось, он очень заинтересовался, он очень замотивирован. Дальше идет описание его самого. Он рассказывает, какой он либо замечательный, но в основном какой он страдалец. Как ему не повезло, как ему, вот как вы сейчас, отправляет резюме, а ему никто не отвечает, его не зовут на технические собеседования, бла-бла-бла. Параграф текста, который я сначала читал, потом перестал. И в конце. Я хотел бы попасть в вашу команду. Я готов делать любую черновую работу. Я возьмусь и сделаю. Я докажу вам, что я замечательный, трудолюбивый, ценный и так далее. Обещаний очень много. Я отправляю всем этим товарищам одну и ту же информацию, один и тот же ответ. Я говорю, вот вам наши проекты. В этих проектах есть нерешенные задачи. Берите первую же, которая вам нравится, решайте ее и присылайте. Мы посмотрим и оценим. Если окажется, что у вас получилось, возьмите еще одну задачу, сделайте ее. Пока бесплатно. У вас это займет 1-2 времени. Не тратьте свое время на рассылку резюме. Не тратьте их на технические собеседования, на которых вас все равно не берут на работу. Потратьте этот час времени на то, чтобы сделать pull request в open source проект, который я вам дал. Сделайте 2-й, 3-й, 4-й. На 4-м pull request мы захотим вас нанять. Мы сами с вами свяжемся. Я сам вам напишу и скажу, слушайте, неплохо же получается, может быть, вы придете к нам и поработаете. Вы знаете, сколько я получил pull-реквестов вот за последние 2 недели от этих почти 100 вот этих вот слезливых программистов? 0.
Вот нет pull-реквестов от них. Обещания есть, желания есть, клятвенные признания в том, что он готов выполнять любую работу есть, но работы нет. Так может быть вы сами виноваты в том, что у вас вот такая ситуация, что вас не берут, вы не проходите собесы и так далее. Может быть не в собесах дело. Может быть не в рынке дело, не в этих вот менеджерах, которые вас не нанимают. Может быть дело в вас, может быть вы просто бездельники. В прямом смысле этого слова. Think about it. Вопрос следующий. Тимбилдинг в современном IT. Нужно ли это современному сообществу? Есть ли какие-то удачные примеры из жизни? Александр, я вот ответил на этот вопрос буквально минут 15 назад. Тимбилдинги нужны, если в вашей компании есть строгий механизм оценки каждого сотрудника. Если такого строгого механизма нет, тимбилдинги все испортят. Вы создадите социальные связи между людьми, которые в итоге станут причиной дефективного менеджмента. Менеджмент станет еще более вязкий, еще более субъективный и еще более неуправляемый. Люди будут в итоге только увольняться после ваших тимбилдингов, потому что вы им будете только ухудшать жизненные условия и рабочие условия. Если вчера он знал, что рядом с ним сидит программист, который дурак, но который получает такую же зарплату, как он как-то это терпел. А теперь его повезли на тимбилдинг, и этот балбес еще его другом стал. Ну, в какой-то степени. И теперь он должен не просто его терпеть, закрыв глаза и стараясь не смотреть в эту сторону, а этот товарищ еще к нему и подходит, и дружит с ним. Как это все терпеть? Это еще труднее становится терпеть. Понимаете? То есть вы создадите в ситуации, в которой и так было плохо, и так были, так сказать, уравниловка, и так все получали примерно одинаково, причем никто не знал точно, кто сколько получает, никто не знал примерно, кто как работает, никто не знал, о ком кто что думает. Все это рождало сплетни, все это рождало подковерные заговоры, интриги, и вы к этому еще, в этот весь компот вливаете еще и тимбилдинг. То есть вы только обостряете ситуацию. И в итоге хорошие программисты, которые настроены на продуктивную работу, которые хотят видеть успех свой личный и видеть провал у тех, кто действительно не умеет работать, эти люди просто уйдут. У вас останется самый худший элемент, который вы могли оставить, он у вас останется. Все благодаря тимбилдингам. Следующий вопрос. Посоветуйте, как определиться с конкретной областью программирования начинающему. Заканчиваю вуз, знаю много языков программирования и технологий, но все на базовом уровне. Не могу определиться, с чего начать карьеру в IT. Начните с... Да все равно. Ну, наверное, искусственный интеллект сейчас это интересно. Начните с него. Это совершенно не принципиально, Артем, с чего вы начнете. Вы, где бы вы ни начали, даже если вы начнете делать гамбургеры, вот просто брать хлеб, разрезать, вставлять в него сосиску и продавать на улице, вы все равно можете добиться успеха. Вы можете стать компанией Макдональдс, которая делает именно это, только в мировом масштабе. А можете остаться там же на улице с этими гамбургерами, всю жизнь их продавая. Также и с программированием. Вы можете начать заниматься базами данных и не стать никем. Заниматься этими базами данных кое-как в течение 30 лет и остаться среднего уровня программистом и выйти на пенсию, абсолютно не оставив после себя ничего ценного и полезного. Кроме резюме с 8 страницами текста. А можете начать заниматься базами данных и за несколько лет или за несколько, может быть, десятков лет создать совершенно не принципиально, откуда вы начнете. Выберите, что к вам ближе. Вот выберите, что вам проще, что вы уже немножко знаете, в чем вы уже немного разбираетесь. Может быть, посмотрите, какой у вас был диплом. Вот вы сказали, вы заканчиваете вуз. Значит, у вас была какая-то дипломная работа. Ну, возьмите эту дипломную работу и превратите ее в свою карьеру. Просто глубоко копайте. Делайте качественно. Не важно, что вы делаете, важно, как вы это делаете. Еще раз приведу пример с булочками и котлетами на улице. Продавайте котлеты и будьте Макдональдсом. Ни в каком труде нет ничего зазорного, что ли. Нет хорошей профессии и плохой. Есть хороший
профессионал, а есть непрофессионал. Есть хороший программист, а есть плохой программист. И неважно, в какой области они программируют. Следующий вопрос. Слышал, что вы готовы нанимать, глядя просто на профиль в GitHub, без фото, настоящего имени, пола и так далее. В последнем видео про резюме все иначе. Это зависит от формата работы, вопросительный знак. Руслан прав, действительно это зависит от формата работы. Когда я занимался, когда у меня компания Zerocracy была, когда мы этим проектом занимались, то нам действительно было совершенно все равно. Как зовут человека, какой у него пол, возраст, вес и количество рук и ног. Нам это было совершенно неинтересно, потому что у нас был абсолютно четко определенный механизм оценки вклада человека в проект. У большинства компаний, в том числе и компаний, которые вы все знаете, и я все знаю, и я знаю, современных компаний, в которых мы все работаем, таких механизмов нет. То ли компании не умеют их устанавливать и настраивать, то ли они не хотят, это отдельный вопрос. Но их механизмов не существует. И, конечно, ввиду отсутствия таких механизмов, мы вынуждены внимательно смотреть на то, как выглядит человек, как его зовут, какой у него возраст, что он закончил, где он раньше работал, сколько раз он менял работу. Много раз, значит, он, скорее всего, будет нестабилен и так далее. То есть нам все это начинает быть важным. Это, на мой взгляд, отвратительно. На мой взгляд, это плохо, что мы вот так нанимаем людей и что мы вот так ими управляем через субъективизм, через всевозможные измы, сексизмы, эйджизмы, лукизмы. Все это присутствует в нашей работе, потому что у нас нет метрик, по которым бы мы оценили. Этот некрасивый, старый и какой угодно другой, а этот красавец, умный, молодой. Но результаты у них такие, что этому некрасивому, условно старому, типа меня, нужно платить больше. А этому поменьше. Нет такого. Мы в итоге платим не по результату, а по ощущениям. Во многом. Следующий вопрос. Писал вам на почту и не получил от вас ответа. Подскажите, может быть, не туда писал. Ну, я не всегда отвечаю в течение суток. У меня, как я сказал выше, приходит много последнее время писем, и я не могу гарантировать, что я отвечу вовремя, но я стараюсь отвечать всегда. На каждый e-mail я отвечу, просто это может занять время. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы научились печатать вслепую? Какие еще программистские привычки стоит развивать? Роман, спасибо за вопрос. Меня научили печатать вслепую. Я был на радиофизическом факультете, учился. И там была военная кафедра. И я связист по военной специальности. И для этого должен знать азбуку Морзе. И я ее когда-то знал. И должен уметь печатать вслепую. И вот там, на этой военной кафедре, меня и научили, как правильно печатать вслепую. И я очень благодарен этому навыку военной кафедре. Это была украинская военная кафедра, на которой я и присягу принял президента Украины Кучме в тот момент и научился печатать вслепую. Я бы очень рекомендовал, конечно, всем программистам научиться этому, иметь этот навык, он очень полезный. Скорость, конечно, программирования будет выше. Я действительно вслепую печатаю, и мне совершенно не нужно смотреть на клавиатуру. У меня даже русских букв на клавиатуре нет. У меня ноутбук с американской клавиатурой, и русские буквы вообще отсутствуют, и я совершенно не глядя набираю. И мне кажется, это несложно научиться. Я знаю, что у меня есть знакомый, который самостоятельно этим овладел. Какое-то количество у него недель это заняло. Там какие-то есть курсы, прямо видеокурсы, где нужно палец поставить сюда, палец поставить туда. Это вопрос просто привычки. И первые, может быть, несколько недель, я помню даже, что первые несколько недель, когда меня стали этому обучать, я заставлял себя на компьютере набирать вслепую. Именно по тем правилам, которые мне дали на военной кафедре. И было трудно. Я помню, как тяжело и как медленно я набирал текст и вообще работал на клавиатуре. Но потом пошло быстрее, быстрее. Я помню, что это было летом. Как-то так это случилось, что я в летнее время, было жарко. Я помню, как все это меня раздражало, эта клавиатура. Но потом все это стало полегче, и в итоге... Следующий вопрос.
Я разработчик, есть опыт управления командой, технические скиллы, понимание бизнеса. Предлагают возглавить проект в технической части и его развития. Позиция либо техдира, либо CTO, но есть страх не справиться. Как быть? Вопрос Иван задает какой-то очень похожий на вопрос, который задавали буквально предыдущий, или может быть, в общем, несколько подкастов назад. Меня удивил тогда этот вопрос, но я вижу, он повторяется, меня он опять удивляет. Я не понимаю, что значит не справиться. Вот как это выглядит, что вы, Иван, не справились? У вас что будет, грыжа, или у вас будет, вы потеряете сознание, или у вас будет инсульт. Вот что конкретно произойдет, и вы не справитесь? Я понимаю, со штангой можно не справиться. Поднимал, надорвался, да, травма. А здесь какая травма? Что дальше будет? У вас есть страх. Страх чего? Общественного порицания? Так всем наплевать на это давно. На то, что справился, не справился. Вас уволят? Так не увольняют у нас за провалы. В менеджменте так тем более. Вы, может быть, боитесь просто позиции этой. Боитесь просто быть лидером. Боитесь, что вас будут шеймить и хейтить ваши собственные сотрудники. Это можно понять. Но это не называется «не справился». Это называется вам просто страшно быть лидером. Вам страшно руководить людьми. Это понять можно. Ну, попробуйте. И, в худшем случае, откажетесь, скажете, надоело мне вот... Вообще, конечно, чтобы быть менеджером, особенно в организации с субъективным менеджментом, о которой мы сегодня так много говорим, конечно, нужно быть немножко негодяем, немножко подлецом, немножко сволочью и таким достаточно толстокожим. То есть, как менеджер вы должны быть, спокойно реагировать на подлость, на хамство, на предательство, на нечистоплотность, на глупость, на лень. На все эти качества, которые будут присутствовать в вашей команде, и над вами, у вышестоящего менеджмента, вы должны к этому всему быть более-менее толерантны. То есть вас не должно коробить от того, что один член вашей команды предал другого члена вашей команды и пришел вам об этом рассказывать с гордостью. Вы должны не говорить ему: да ты сволочь, я с тобой больше общаться не буду, как это было когда-то в рыцарские времена и времена дуэлей. А сейчас, во времена, когда дуэлей нет, и всем, в принципе, наплевать на моральные аспекты нашей жизни, всех интересуют только деньги, то вы должны быть тоже одним из этих таких материалистичных людей, материальных людей. Тогда вы будете более-менее эффективным менеджером, и вам тогда бояться нечего будет. Вы будете спокойны, вы будете понимать, что да, какая бы гадость ни случилась в моем коллективе, да, мне в принципе все равно, я видел и похуже. У меня поначалу в начале моей менеджмент-карьере именно этот аспект был для меня самым тяжелым. Внезапно столкнуться с материалом, который называется «люди», после того, как вы много лет работали с материалом, который называется программный код, или формулы, или строгая логика, это травмирующий, конечно, опыт, и он многих отталкивает от этой профессии, этого самого менеджера, который называется менеджером, но, как мы понимаем, это не менеджер, а такой майонез, склеивающий два кусочка бутерброда или больше кусочков. То есть склеивающий между собой вот эту всю биомассу, эту всю человеческую субстанцию. Я почему так ее неуважительно о ней отзываюсь? Потому что в ней очень много вкраплений, о которых неприятно вспоминать. И дело не в том, что она такая, эта человеческая субстанция, а в том, что нет инструментов борьбы с этим. Всем как бы все равно, что она такая. Вот возьмите свой коллектив, возьмите свою компанию, возьмите свой проект, где вы работаете. Как часто вы разбираете поведение людей и разбираете их поступки с точки зрения морали? Я думаю, ответ будет никогда. Вы разбираете их код, вы разбираете их deployment скрипты, вы разбираете, может быть, их зарплату, кому больше, кому меньше дать. Но у вас нет
формального процесса разбора человеческих качеств. А именно на этом держались раньше человеческие коллективы, крупные. Именно эти вопросы: кто как поступил, кто кого оскорбил, кто кому перчатку должен бросить, кто кому перешел дорогу и кто теперь подлец и с кем мы теперь не будем здороваться. Эти вопросы были первоочередными и в обществе дореволюционном, и в советском обществе. А сейчас мы пришли в новую эру. Эру, в которой обсуждаются только технические вопросы, технические, материальные. Деньги, результаты, деньги, код, деньги, программы. И поэтому мы превращаемся в такую биомассу. И поэтому в этой биомассе те люди, которые ранее, 100 лет назад, отторгались, наказывались, их негативные качества подавлялись, их пытались исправить, их в конце концов изолировали. Сейчас эти люди легко проходят на самый верх и дальше отравляют всю остальную биомассу. И мы превращаемся в биомассу. Мы превращаемся в такую, в компот такой, в солянку, в которой естественно процветает тот самый деготь, ложки которого достаточно в целой бочке для того, чтобы превратить ее просто в грязь из меда. Так, дальше. Шалом. Мне пишет Шамиль. Шалом. Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать разработчику с опытом 1-2 года? Свичнуться на Java для того, чтобы легче найти работу в крупных компаниях, или углубляться в Python, который уже знаю? Шамиль, углубляться в Python. Свичнуться не надо. Чем глубже копаем, тем более качественным специалистом становимся. Вы должны вообще стать в итоге контрибьютором в ядро Python, а не свичнуться в Java. Вот ваша цель должна быть. Вы на Python пишете, углубляется, Шамиль. Насколько вы углубились уже? Вы много pull-реквестов сделали в ядро Python, подчеркиваю? Я думаю, 0. Значит, вы никуда еще не углубились. Вы даже близко не подошли к реальному Python программированию. Вот когда вы будете одним из контрибьюторов в Python, тогда вы сможете сказать: Егор, шалом, куда дальше-то? Ну вот я уже тут в команде Python, меня все знают. Теперь, может быть, свичнуться на Java? Тогда поговорим. Дальше. Вопрос. После просмотра видео с разборами резюме, вот вас оно зацепило, попробовал свое немного модифицировать. В итоге даже один лист не получилось заполнить, и перечитав, понял, что даже я сам себя не нанял бы. Ну, замечательно. Значит, впереди только в сторону улучшения. Добрый день. Вопрос. Как лучше всего коммуницировать с архитекторами? Как правильно доносить информацию по нововведениям? Потому что бюрократия порой мешает. Ну, я думаю, что с архитекторами надо говорить в зависимости от того, что это за архитектор. Опять мы возвращаемся на условия задачи. Если вы имеете дело с архитектором, который технически грамотный, который технократ, который не карьерист, которого интересует не интрига внутри компании, не борьба человек-человек, а борьба человек-машина. То есть технократ, то есть человек, которого интересует решение технических задач. Это один сорт архитекторов. С таким архитектором я бы говорил через цифры, через метрики. Доносите до него информацию сжато, коротко, слайды, цифры, может быть, пробы, прототипы. Показывайте технические доводы, приводите доводы в техническом формате. Если же вы имеете дело с карьеристом, с человеком, который временно архитектор, а вообще-то он метит в замминистры, то с ним, я думаю, нововведения ему не нужны. Вы ему только мешаете, если вы какие-то нововведения предлагаете. Потому что вы в этом случае являетесь для него источником нестабильности.
Кто его знает, что дальше от вас ждать. Сегодня у вас одно нововведение, завтра вы захотите и под него подкопать, под этого архитектора, завтра вы поставите под сомнение правильность его решений каких-то. Не нужно. Лучше всего с таким архитектором говорить в формате: за что бы мне еще вас похвалить, дорогой архитектор? Вот я нашел за что. За то, что вы сделали вот это. Старайтесь сделать так, чтобы его жизнь, его карьера опиралась на ваши какие-то поглаживания, на ваши подлизывания, на ваши... на что-то такое, что вы ему даете для роста его карьеры. И эти нововведения – это, скорее всего, последнее, что вы должны ему предлагать. Следующий вопрос. Как вы относитесь к бирюзовым компаниям? Я даже на своем блоге написал статью, это было лет, может быть, 4 или 5 назад, где я рассказал про эти вот flat-организации и self-managed организации. Я категорически негативно отношусь ко всей этой идее. Про бирюзовые, про вот эти ваши какие-то там красные, розовые компании. Я думаю, что это тотальное промывание мозгов нам, со стороны тех, кто это делает. Нет никаких бирюзовых компаний. Есть принципы менеджмента. Кто сильнее, тот и прав. Принципы управления везде всегда одинаковые. Есть иерархия. Кто наверх забрался, тот сверху на всех и гадит. Это принцип организации любого общества. Человеческого, животного, какого угодно. И рассказывать нам о том, что можно построить организацию, в которой начальник или директор организации будет, наравне с сотрудниками обсуждать интересные вопросы, а каждый сотрудник сможет зайти к нему в кабинет и обсудить наболевшие вопросы. Это ерунда полнейшая. Это все работает до тех пор, пока вопросы не принципиальные. Это все, пока мы обсуждаем вкус кофе в кофейном автомате. Да. С этим вопросом можно зайти к директору в кабинет. Он вас выслушает. Вы зайдите к нему с вопросом, почему он получает больше денег, а вы меньше. Вот с этим вопросом зайдите в бирюзовой компании. И вам бирюзово ответят, куда вам идти с этим вопросом. Это все ерунда. Это все в очень узких рамках возможны эти бирюзовые игры. В реальной жизни, в реальных вопросах, как делить деньги, кому сколько платить, кто сколько стоит, какие проекты делать, а какие закрывать. Все эти вопросы обсуждаются только в иерархическом порядке. Только в формате «я сильнее, значит я прав». Все. Не читайте эту ерунду про бирюзовые компании. Читайте Риту с ее книгой PMP Exam Prep. Там все сказано правильно, без всяких бирюзовых историй. Следующий вопрос. Что я думаю про аутсорс компании? Как вы думаете, меня спрашивают. Если меня как разработчика передают другой компании, имеет ли это место быть в современном мире? Илья спрашивает. Аутсорс есть аутсорс, вы просто ресурсы. Конечно, вас передают как корову, которая дает молоко, вас переводят в соседнее стойло, и там вы будете давать молоко. Вас не должно это обижать, вас не должно это напрягать, это аутсорс, и, естественно, вы просто вспомогательный элемент в чьем-то бизнесе. Вы не бизнес делаете, вы просто помогаете кому-то писать код. Используйте эту возможность для тренировки. Пока вы в аутсорсе, делайте свои проекты, развивайтесь, становитесь контрибьютором в Python. Пока вы находитесь в open source этих галерах, или как это называется. Следующий вопрос. Егор спрашивает. Здравствуйте. Насколько вы считаете спорт эффективен для того, чтобы успевать больше и развиваться сильнее в программировании? По себе скажу, что если спорта нет у меня в жизни, то я через месяц становлюсь крайне ленивый, неэффективный, болит спина, болит все, и я думаю уже не о программировании, а о своем теле. Поэтому мне приходится 3 раза в неделю брать сумку и идти в спортзал. Хотя я не могу сказать, что я огромное удовольствие от этого получаю, но это необходимо. Мы, к сожалению, вот такие вот обезьянки в клетках, мы двигаемся мало, а тело наше создано для совершенно других физических нагрузок по объему. И, конечно, для того, чтобы быть эффективным программистом, просто абсолютно необходимо 3 раза в неделю заниматься каким-то спортом. И желательно, чтобы это был какой-то максимально активный вид спорта. Не
ну, может быть, и йога, но если спрашивает Егор, то я бы посоветовал какие-то, ну, активный очень вид спорта, в котором вы потеете, сбрасываете калории, может быть, даже единоборство, если здоровье позволяет и возраст. Следующий вопрос. Я бы хотел задать вопрос по устройству опять. Дело в том, что я больше месяца ищу работу в сфере machine learning. У меня есть небольшой опыт работы и не берут на начальные позиции. Ну, я уже ответил выше, как сделать так, чтобы вас брали. Наверное, дело не в вас. Вы вместо того, чтобы месяц искать работу, вы бы за этот месяц сделали бы в наш проект 2 десятка pull-реквестов. Мы бы вас сами взяли бы на работу, мы бы охотились за вами. Мы бы вас искали, мы бы вам писали, звонили и просили бы вас прийти к нам на работу. Сделайте нам в проект 20 pull-реквестов за месяц. Я буду умолять своего начальника, чтобы он дал вам ту зарплату, которую вы хотите. А если вы просто пишете, что вы со своим резюме ходите месяц туда-сюда, мне не интересны вы, понимаете? Вот так же неинтересны вы и другим работодателям, потому что вы в просящей позиции. Станьте в другую позицию, станьте в позицию самостоятельного, уверенного в себе, способного на результат программиста. И за вами выстроится очередь. Но почему-то не хотят, вы понимаете? То есть людям легче заниматься этими резюме, ходить этими собеседованиями бесконечными, вместо того, чтобы сесть и начать писать код и подождать месяцок. И через месяц к вам придут. Но не придут, давайте попробуем. Придете ко мне сюда на канал вот через месяц. Сегодня у нас 14 июня. Кто-нибудь из вас возьмитесь и потратьте месяц до 15 июля. И сделайте 20 pull-реквестов в какой-то open source проект. Известный. Можете наш взять. Если вы возьмете наш проект, то вы, по крайней мере, понимаете, кто работодатель. Возьмите какой-нибудь яндексовский проект. У них тоже много open source. Возьмите сбертеховский проект. Какой-то тоже. У них тоже есть open source. Возьмите Яндекс проект и сделайте им за месяц 20 pull-реквестов. Вы увидите, как к вам придет e-mail от команды Яндекса. Они скажут: эй, а как насчет к нам присоединиться? У нас тут и варианты есть, и опции, и зарплата, и офис. Попробуйте. Через месяц расскажете. Следующий вопрос. Я студент 2-го курса, хочу найти работу опять. Подскажите, как находить работу? Уже рассказал. Следующий вопрос. Последнее время набирает популярность Architecture as a Code. Используете ли вы? Как гарантировать, что архитектура и исходный код друг другу соответствуют и всегда консистентны? Алекс, прекрасный вопрос. Спасибо большое. Меня это очень беспокоит. Я этим, к сожалению, не пользуюсь. Хотя очень давно, когда-то, больше 10 лет назад, у меня даже был собственный такой проект. Я делал такой язык, на котором предполагалось создавать архитектуру внутри кода. То есть описывать свою архитектуру внутри кода, создавать некие ограничения относительно архитектуры и прикреплять эти ограничения к коду для того, чтобы какая-то система автоматически контролировала и не позволяла расползтись этой архитектуре и стать не такой, как ее задумывал изначальный автор. Я думаю, что это вообще очень правильное направление. Думаю, что оно тяжелое, по нему трудно будет идти, потому что программисты есть программисты, и им плевать на архитектуру. Они не хотят понимать, что такое хорошая архитектура, их интересует зарплата. Как мы проговорили, большинству программистов все это до лампочки, все это качество и архитектурные решения. Но нам нужно туда идти, в эту сторону. Если сейчас вы, Алекс, пойдете в этом направлении и что-то сделаете, какой-то продукт, может быть, предложите, какую-то библиотеку, то вы будете впереди всех лет через 10. В общем, я ставлю лайк и за вопрос, и за эту тему. Подробнее не могу рассказать, потому что у меня нет решений в этой области. Я не могу, к сожалению, предметно. Я сделал что-то 10 лет назад, попробовал и понял, что не получается. Я понял, что это требует очень больших усилий с моей стороны развивать это все, и программисты не хотят. Это тяжело очень навязывать программистам такие жесткие рамки, хотя нужно, конечно. Вопрос задают: кто тот менеджер, на которого вы ориентируетесь? Интересный вопрос. Рен Джен Фей, может быть, директор
основатель Huawei. Я говорю это не потому, что я работаю в Huawei, не чтобы как-то... А мне действительно он нравится как менеджер. Я не знаю, конечно, деталей его судьбы и как он именно управляет. Я видел его всего один раз в жизни. Но мне кажется, что он из того, что я читаю от этого Рэнжинфея и вижу, как процессы происходят, мне кажется, что он мудрый менеджер. Он, конечно, не тот менеджер, который описан в книге, которую я вам сегодня хвалил, Риты. Но он менеджер, который огромной массой людей достаточно мудро оперирует, управляет, так что эта масса в итоге, несмотря на огромное количество трудностей, о которых можно отдельно поговорить, какие трудности присутствуют там, где я работаю, и вообще в китайской культуре, в ее интеграции с западной культурой, у него получается управление настраивать на высоких, в больших масштабах. Ну вот у меня, по крайней мере, в офисе висит его портрет и несколько его цитат. Так что вы задали вопрос, я вот пытался вспомнить, что это за менеджер, и вспомнил, кто у меня на стене, чей портрет висит. Вот Рэн Жинфей. Это директор Huawei, для тех, кто не знает, и основатель. Следующий вопрос. Что я думаю по поводу технологий Match, Microservices, API First, Cloud Native, Headless? Насколько перспективно их изучать и сертифицироваться? Я могу сказать, что я впервые слышу это название сегодня, поэтому ответить ничего не могу, но я изучу этот вопрос. Если вы придете еще и зададите его снова, то я постараюсь ответить. Интересно. Вопрос следующий. Когда подключите Donations? Вам будут отправлять донаты на стриме. Круто же. Нет, не круто. Я считаю, что те, кто собирают донаты за свои стримы, это определенная форма инфо-цыганства, определенная форма... Я, например, меньше значительно доверяю спикеру, доверяю человеку за камерой, если я знаю, что он делает это, чтобы заработать деньги. Я таким образом понимаю, что он во многом зависит от меня, от зрителя. То есть он снимает то, за что ему платят. Если я начну брать с вас деньги или просить деньги за то, что я делаю, то я рано или поздно начну подыгрывать вам. Я не буду говорить уже правду. Я буду понимать, что когда я говорю что-то плохое, то меня дизлайкают, меньше подписываются, значит меньше денег. И я начну юлить, начну идти на компромисс со своей совестью ради денег. А так мне наплевать. Вам не нравится мой контент? Ну, меня это никак не касается, не затрагивает. Более того, я трачу деньги на создание этого контента. Я плачу за... И мне все равно, по большому счету, что вы думаете. Конечно, не 100% все равно. Конечно, мне нравится, если вы подписываетесь. Рекомендую всех, конечно, подписаться сейчас, поставить лайк и помочь каналу. Конечно, для меня это важно. Мне хотелось бы видеть вас больше здесь. Сейчас нас с вами 35 тысяч. Хотелось бы, чтобы нас было 350 тысяч. Но на деньги это не влияет, на мои. Я, в общем-то, проживу и без этого канала. Так что я думаю, что донейшнзов у нас никогда не будет. И если вы хотите, конечно, мне как-то помочь, у меня есть книги мои. Покупайте эти книги. Этим вы помогаете. Amazon.com. Через время я все-таки надеюсь, что мы начнем их массово продавать и в России, эти книги, то есть найдем способ издавать их в России и продавать. Но пока Amazon.com, вы их покупаете, я получаю часть денег, которые получает Amazon, этим вы мне помогаете. Так, еще один вопрос, и мы заканчиваем. Я позволю себе выбрать любой из ваших вопросов, поскольку у нас уже конец эфира. Так, тут у вас уже обсуждение между собой. Так, тут говорят, что я сегодня злой, в хорошем смысле слова, но иногда бываю, да, добрый, иногда. Есть ли у меня проекты на Kotlin? Нет, я, к сожалению, Kotlin не знаю.
дайте ссылку на open source проект. Внизу будут ссылки на мой GitHub, там у нас много open source проектов. Вы имеете в виду ссылку, куда контрибьютить? Напишите мне email. Напишите мне либо в Telegram, либо на email, и я вам скину конкретную ссылку, где будет объясняться, что нужно сделать, чтобы вот случилось то, о чем мы говорили, чтобы мы в вас заинтересовались. Так, все, последний вопрос я выбираю от Павла. Он касается тестировщиков. Мне кажется, что они незаслуженно имеют мало внимания. Мы их обходим вниманием. Вопрос такой: как у вас самореализуются знакомые тестировщики? Какой бы вы дали им совет? Тестировщики, к сожалению, самореализуются плохо. Не только у нас, я даже у нас особо не знаю тестировщиков, но и вообще по рынку. Тестировщик в современном мире — это какой-то человек второго сорта в IT-мире. И это совершенно несправедливо. Но виноваты в этом во многом сами тестировщики. Они думают, что их профессия — это профессия обезьянки, которая нажимает кнопки одни и те же каждый день и таким образом помогает проектам выходить в продакшн. Тестировщики должны поменять свой менталитет. Вы должны понимать, что вы находитесь в оппозиции к программистам. Вы те, кто доказывает программистам, что у них плохой код. Вы должны изучать инструменты для того, чтобы доказать им это. Изучать, создавать, разрабатывать. Вы должны быть во всеоружии. У вас должно быть много оружия. Вы должны быть до зубов вооружены технологиями, софтом, скриптами, которые вы насоздавали за свою карьеру. Для того, чтобы программиста взять, точнее его код взять, и поломать его подчистую, показать ему, где у него ошибки, находить его ошибки. Вы должны владеть статическими анализаторами, какими-то инструментами какой-то penetration тестинга, какими-то, не знаю, сложными анализаторами, модел-чекерами, чем угодно. У вас должен быть целый арсенал интересных инструментов. И вы тогда подниметесь на уровень даже выше, чем программисты. Вы будете людьми первого сорта. На самом деле вы и есть люди первого сорта. Я, когда пишу код, для меня создавать юнит-тесты задача всегда более сложная, чем писать, собственно, сам код. Особенно, когда проект уже прошел какие-то первоначальные стадии. А именно вы, тестировщики, можете мне помочь в этом. И более того, вы можете создавать интеграционные тесты. Вы можете создавать тесты куда более высоких уровней, чем те тесты, которые создаем мы, программисты. И в этом ваша ценность. Вы должны этим заниматься. А вы думаете, что вы обезьянки, вас наняли кнопки нажимать. И, конечно, вы в таком унылом, понуром состоянии и ждете, сидите, пока вас повысят, пока вам зарплату дадут. Ни в коем случае. Будьте тестировщиком, не становитесь программистами. Не мечтайте стать программистами. Оставайтесь тестировщиками, но становитесь другого уровня тестировщиками. Людьми, которые обгоняют программистов на голову. Все, на этом все. Я вижу, что уже вы все устали, и я устал тоже. Я вас очень благодарю за то, что вы пришли, что вы приходите по-прежнему на мой стрим. Пожалуйста, поставьте лайк, это очень поможет. Стрим поднимется вверх, нас посмотрит больше людей, больше хейтеров, которых мы любим.